Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. И сегодня у нас небольшое путешествие. Нас пригласили в гости за город, в сторону Ржищева. Вот. И, в общем, поехали с нами смотреть, как там, что там. Первое, что мы видим, это огромная пробка на окружной в Киеве. Ну ничего, это нам не препятствие. Уже 10 минут мы едем в пробке. Надеюсь, после Одесской площади пробка закончится. И впереди нас ждет еще 80 километров пути. И каким-то образом мы их преодолеем. Друзья, мы ехали и сделали остановку в Обухове, потому что нам позвонили, сказали, что непременно нужно купить древесного угля или дров и растопку. Вот. Будут шашлыки, возможно. Мы, кстати, не в курсе, куда мы едем еще, потом вам расскажем, потому что сами не знаем. А в Обухове я бывал только проездом. Вот посмотрите, возле АТБ тормознулись мы. Тут же рядом заправка ВОГ. И я вам скажу, сколько здесь стоит топливо. В общем, дизель стоит 44,99, 45 гривен литр. 95-й бензин 46 с чем-то, 46,99, то есть 47 гривен. И есть еще подороже за 50 гривен. А газ стоит 22 гривны 20 копеек. Но я заправляюсь не на ВОГ, я заправляюсь на Авантаж 7. И там по 40 гривен 50 копеек сейчас бензин, это по $1 приблизительно. Ну вот, все, что я могу вам из Обухова показать, это только вот такой пейзаж. Сегодня у нас видео не про Обухов, едем дальше. Центр Ржищева, насколько я понимаю. Тут сразу видно много домов, много магазинов всяких, маленьких магазинчиков, больших, парк, это городской совет здесь. То есть это город, да? Ну да. И это центральная улица. Через 200 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Вот, здесь все чистенько, цивилизованно. А сверчки заливаются. Поверніть ліворуч на вулицю Козацька. Мы должны заезжать сюда. Пункту призначення. Ух ты.
Часовенька какая-то, как в Карпатах. В Да. Карпатах там повсюду часовни. Вообще ощущение, что мы... Ну, последние 100 метров не очень. Дорога, грунтовка. Ну, тут недалеко. А мы туда приехали. Не знаю. По карте показывает, что впереди там Днепр. Все, мы приехали. Туда ли мы приехали, сейчас будем звонить. Выяснять. Огород. Село Глухомань. Настоящее. Все как мы любим, да, Лада? Да. Какой-то особняк. Пока здесь. Приехали. Мы куда-то приехали, сами не знаем куда. Есть домики, похожие на гостиничные комплексы, поэтому мы надеемся, что приехали туда, куда нужно. Сейчас нам откроют, Лада дозвонилась только что. Может быть, в следующем доме? Не-не-не, в этом. В этом, в первом, да? Да, сейчас нам должны открыть. Оказалось, мы все-таки не там остановились. Нам нужно проехать еще 50 метров. Я забыл сказать, мы ехали сюда целых 4 часа. Представьте, хотя навигатор нам писал вначале, что 2 часа, даже меньше немного. Но учитывая пробки и остановки, мы все-таки ехали очень долго. Смотри, здесь девушки гуляют как по Бродвею. Жизнь какая-то. Да. А у нас домик будет тоже сруб, по-моему, или следующий. Не знаю, вот где-то здесь. А, вон там дальше. Да. Нас тут встречают. Это же надо так далеко Ура! забраться. Приехали. Так, пришло время рассказать, куда мы приехали и зачем, и почему. Наши родственники решили нам отомстить за то, что мы им подарили отдых в отеле в Галерном на прошлые выходные. И решили нас пригласить на отдых вот в этот отель. Я пока еще не знаю, как он называется. Лада, спроси, как называется этот. Алик, это просто... Я такого не видела. Это сказка. Ты посмотри, как там красиво. Все по порядку. Здесь красиво. Мгм. Сейчас уже вечер, закатное время. Огромная территория, пока вот я вижу несколько домиков. По крайней мере, я вижу 5, по-моему, домиков. Качельки стоят. Мостик есть. В общем, подробно территорию, наверное, с утра рассмотрю. А сейчас давайте зайдем в сам домик и посмотрим, что здесь есть. Там вот тоже сруб какой-то стоит. И это деревянный домик. В общем, они сняли домик этот и сказали, что у них есть 2 свободных места. И позвонили нам, говорят, приезжайте, выходные можно здесь провести. Вы же блогеры, говорит, вам же нужно что-то снимать. Ну, а нам, да, на халяву поснимать красивые места. Да, друзья, и мы ни на минуту не забываем, что в это самое время сейчас в Херсонской области страшная трагедия. Там заливает водой дома людей, люди массово гибнут там, особенно на левом берегу. Но поскольку мы не там находимся, поэтому снимаем о том, что происходит здесь. Вот это местный пес Ральф. Ральф, иди сюда. Я с тобой поздороваюсь. Говорят, он очень добрый и любит всех посетителей. Ой, извини, я тебе в глаз ткнул, да? Так, где ты, Ральф? Тебя видно в кадре? Он из кадра выскакивает. Не могу его поймать. Ральф, ты где? А, вот он ты. Вот он. Все. Посмотрим внутри. Да, веранду прошел, здесь вот барбекю. Это зачем мы покупали уголь
и распалку для того, чтобы вот воспользоваться этим барбекю. Столик с лежачими местами. Вот. Давайте посмотрим, что там внутри. Для того, чтобы внутри поснимать, я взял старую камеру. У нее шире угол обзора, хотя она немножко и трясется. О, Алена, привет. Добрый вечер. Ужин уже готов? В процессе. Ух ты, кастрюльки. Здесь все можно делать самому. Деревянный домик. А пахнет как деревом. Классно. Даня, как называется это место? Хомене, да? Это село так называется? Или это называется это база отдыха или что-то? Это ржище, называется база отдыха. Что таки, я понимаю, что таке хо и мене. Госпожа, вы на нас внимание. Получается, хо мене, я не знаю, что они... Отметить? Ясно. Тут есть второй этаж, вот тут он такой Да, оригинальный. ну там на втором этаже одна кровать. Там ничего не интересно. Ничего интересного? Почему? Очень даже интересно. А лестница очень крутая, да? Сложно Да, слезать. О, там песик присел. Песик, Залезай, покажешь, как тут хорошо. песик. Так, Лада уже залезла Я наверх. не стану, я только вот так. Вот. А, там в полный рост нельзя, да? Я Можно только так. Потому что на коленях. Да? да. Так, вот тут можно спать, ну, довольно-таки уютно, в принципе, да? Так круто просто. Да, и там вот окошко, небо, можно созерцать. Что-нибудь. Звездную ночь, да? Да. Давай посмотрим еще какой тут санузел. Ну, по лестнице ночью, наверное, надо аккуратно спрыгивать. Сколько это стоит? Это, наверное, очень дорого, Ален. Это не ко мне Это тайна, вопросы, да? У меня просто был запрос на данное место, обращайтесь. Все, мистер, рассказывай, сколько стоит этот домик на сутки? 5000. 5000. Сутки. Сутки. Нам сделали скидку 10%. Его ходить в сауну, пользоваться бассейном, наслаждаться, Ага. жить. Ходить на Днепр, купаться. Купаться можно бесплатно, тоже можно писать. Ничего себе подарочки. Вот это ты устроил нам внезапный отдых. Так, давай, Лада, посмотрим, что здесь есть. Там, по-моему, Какие? сауна есть, да? Мгм. Сауну можно бесплатно, да, пользоваться? Вот это сауна. бесплатно, можно, да? И сколько угодно, да? Не так как. Сауна Стоимость входит. дома. Это ж почему так дорого? Потому что сауна. Вот это вот печь, камни для того, чтобы на них лить воду. Кадочка стоит. Ну, просто шикарно все. Градусник. И не Очень один. парится. Смотри, здесь, значит, душик такой, сауна. Выходишь сразу в душик, шапочки. О, Красная шапочка. Лада вспомнила детство. Дело в том, что Лада в детстве играла красную шапочку в театре, да? Или где? В школьном театре, да? В спектакле. да, я пела всегда, если долго-долго-долго. Если долго-долго-долго. Если долго-долго-долго. То потихоти бежать. А я думал, там финал другой. Виталик, ты пошел. Все. Это вот душевая мечты. Да, да. Ну что, к ужину? Пора уже. Давай. Когда они от него кто-то отходит, ты у него не занимаешь. Давай. Давай. Райф, фу. Ты почуяла мясо, да? Сжарили мы шашлык куриный, но сжарили его уже практически ночью. Папа на день рождения дочки хотел. На улице там комары кусаются, и там темновато. Ну, можно включить свет, но комары. Поэтому мы Комары, здесь. мы на втором поверсе, у нас тут сетка, так что нам комары не придет. А ты шашлык будешь есть? Конечно. Не знаю. А тогда мы сами все съедим. Шутка. Еще картошечка у нас такая вот вкусная. Сейчас будем А что плямкать. может быть невкусное? Все вкусное. Все вкусное.
Ваше здоровье. Да. Я в теплых носочках. И комары не кусают уже. Всем доброе утро. Выполз я на улицу с утра, уже правда 8:30. Обнаружил тут какой-то квадроцикл Ямаха. Возможно, можно брать в аренду, кататься. Это я на заднем дворе нашего домика. Всего я здесь насчитал 5 домиков. Возможно, один хозяйский, а 4 сдаются в аренду. Этого я точно не знаю. Так, это наша терраса. Вчера я вам показывал. И дальше хочу пройтись, побродить, показать вам. Так, ну вот. 1, 2, 3, 4. Так, тут их 6 домиков даже. Вместе с тем. 6 домиков много. Ох, тут есть бассейн. Слушайте, я не ожидал. Есть бассейн. А я думаю, куда люди в купальниках идут? Вот это интересно, вот это интересно. Бассейн с джакузи. Ступенечками. Говорю тихонько, потому что здесь посетители. Ладно, надо было бассейн показать, когда никого нету. Возможно, я еще вернусь сюда. Смотрите, какая просторная здесь территория. И что интересно, вот эти вот целый ряд панелей солнечных. Барбекюшница, опять же, какое-то место для готовки. Ой, кажется, меня ужалила пчела. Вон жало торчит. Ай-яй-яй-яй, ужалила пчела меня. Смотрите, жало. Теперь у меня палец напухнет на ноге. Я ходил по клеверу. Вот беда. День начался с небольшой неприятности. Ну ничего. Иногда пчелы это ж полезно. Пчелы это лечебные укусы. Так, вот еще такая зона отдыха. Это, возможно, относится к этому домику. А вот украшение двора. Вечером это светится, тут лампочки. Ой, кто-то прям там плавает и бультыхается. Там девушка какая-то плавает. Не стал ее снимать. Может, она возражала бы. А там впереди, вдалеке, там Днепр. Вот видно за солнечными панелями. Там Днепр. Ну и мы чуть позже сходим. Сейчас попьем чаю хотя бы с утра. Пойдем на Днепр прогуляемся. Друзья, приготовил себе чай. Вышел на веранду. Тут уже солнце начало выходить. Ну ладно, мне сказала такую новость ужасную. Оказывается, этой ночью, прямо вот пока мы здесь спали, по Одессе был ракетный обстрел и сбили ракету над Одессой. Но она упала и убила 3 человек и ранила очень многих. Я не знаю, там в какой-то жилой дом прилетело или рядом с домом, но 3 человека погибло, представляете? И это у нас практически раз в неделю вот такое вот происходит что-то, а то и чаще. Остановите. Я нашла даже мед. Как тебе тут? Зашквар эмоций просто.
Это просто, ну, в словах не описать. Это даль, Днепр, свежий воздух, тишина, Чаек. чаек, диванчик. Ты посмотри. Так, Лада идет в бассейн с Дианой купаться. Ух ты, молодец. Кстати, мы первый раз вот купаемся в бассейне в этих, в отелях. Раньше мы всегда их почему-то избегали. Один раз купались и все. А ну дай, посмотри, какая температура воды. Это же интересно. Я плыву. Ой, там муха в бассейне. Ну, там муха в бассейне. Это та муха, которая мне сегодня мешала Вот, спать. да. Она сюда, она утопилась в море, короче. Вот какая. Так. 25 градусов. Вода, да? Да. Видишь, какая туча лезет черная? Не страшно? Ну, посмотрим. Может, стороной обойдет. В таком освещении перед дождем все выглядит особенно красивым. Такой контраст на фоне темного неба. К вечеру пошел сильный ливень, и на этом мы решили закончить первую часть своего путешествия под Ржищем. Но будет еще вторая часть, и мы вам там покажем Днепр, центральный пляж Ржищева. А еще мы съездили и посмотрели на разрушенный россиянами лицей и вообще побывали в центре Ржищева. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. В следующем выпуске будет тоже интересно. Всем мира, счастья, здоровья. До встречи в следующих выпусках. Пока.